Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, я всех поздравляю вас с наступающим 2025 годом. Желаю вам счастья, удачи, здоровья, а главное мирного неба над землей. Сегодня я вам покажу, как я вяжу карманы на свое худи. Вот один карман я уже связала. Вот, посмотрите, как он у меня выглядит. И сейчас вместе мы свяжем второй карман. Для начала, что вам надо сделать? Вы должны тоже сделать выкройку такого кармана или хотя бы схематически его нарисовать, чтобы вам было проще определить, как его вязать. Я могу вам дать размеры вот этого кармана, который я использую. Это вот для мужского худи на размер 50-52. И объем здесь вот по груди с припусками на свободном легании у меня вот по кругу 112 сантиметров. И поэтому этот карман, он как бы, вот, смотрите, он смотрится пропорционально здесь. Итак, вот размер кармана у меня, значит, верхняя часть, вот смотрите, 10 сантиметров, здесь 14 сантиметров, это вот вся длина, я неправильно здесь вам нарисовала, да, здесь 10, а здесь 14 вот до конца, 14, значит, высоту 20, и вот такие скосы, здесь скос на высоту 4 сантиметра, здесь остается 17 сантиметров, и скос по входу в карман, здесь 6 сантиметров. Но вы когда сами нарисуете вот такой карман и вырежете выкройку, вам все будет понятно. И потом здесь добавляете еще вот эта резинка 1 на 1, сам вход в карман. Вот как связано вот здесь. Потом это идет отдельно уже. Итак, значит, что мы начинаем делать? Первое, вы рисуете, как я сказала, свою выкройку кармана и определяете количество петель, которые вам надо набрать. Это вот это место, да, 20 сантиметров. Я по своему, у меня плотность вязания в 1 сантиметре, ну, я не буду вас нагружать своей плотностью вязания. Короче говоря, у меня получилось 39,9 петель, но так как мне надо нечетное количество, я большую сторону я беру 41 петельку и добавляю 4 петли, так как у меня будет по 2 с каждой стороны накромочные, будет двойная кромочная, вот так же, как вот здесь по краю. Итого я должна набрать 45 петель. Значит, как я это делаю? Вот я беру спицу, которым я вязала, и ищу. Значит, вот у меня мои 2 кромочные, потом идет изнаночная и идет вот лицевая петля. И набираю я из этой лицевой петли, но не из той части, которая ближе к молнии, как бы говорить будет, да, а из той части, которая ближе вот к боковому шву. Здесь я делала то же самое. Вот этот край у меня остался, а со второго края я набрала петельки. И как я делаю? Вот смотрите, вот я ищу. Вот здесь переход у меня на резинку. И вот это первая как бы петля, вот этих лицевых, я буду первую я не трогаю, а начну со второй. И буду набирать петли только вот эти вот как бы выпуклые части. Там внутри еще один есть у меня как бы петелька, да, но это вот, так как это жемчужный рисунок, жемчужная резиночка, да, мы будем через один, и проще вот в эти, которые вот выпуклые. И вот смотрите, и вот я набираю, набирать надо как бы вот внутрь спицы, то есть внутрь петельки, да, также на другом карманчике будет тоже в другую сторону. Итак, значит, первую мы пропускаем, начинаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот мы набрали 45 петель. Давайте сейчас посмотрим, как это по отношению к первому карману. Вот у меня 45 петель. Ну да, видите, у меня одинаково получается. 45 петель. Теперь что мы делаем дальше? Мы поворачиваем. И начинать вязать мы должны справа налево. Поэтому я вытаскиваю свою спицу, беру ниточку
сразу начинаем вязать. Первые 2 петельки, это у нас будут кромочные, я их вяжу лицевыми. 1, 2. И потом сразу начинаю вязать рисунок. Изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Ну вот я подошла к концу ряда, значит, здесь опять у меня лицевая, изнаночная, если вы правильно посчитали, вот изнаночная и 2 кромочных. 2 кромочных мы вяжем в лицевом ряду, 2 лицевые. Теперь мы разворачиваемся, и это у нас получается изнаночный ряд нашего вязания. Значит, 2 изнаночные петли мы просто снимаем нитка перед работой и дальше вяжем. Та петля, которая у нас с накидом, она у нас вяжется лицевой, а изнаночная изнаночная. Петля с накидом лицевой, а изнаночная изнаночная. И так мы с вами вяжем опять до конца ряда. И вот в конце ряда опять у меня изнаночная, лицевая с накидом петля и 2 кромочные. 2 кромочные в конце ряда мы просто переносим, мы их не вяжем. Теперь мы с вами опять разворачиваемся и попадаем на лицевую сторону нашего вязания, нашего кармана. Итак, мы должны провязать с вами на высоту 10 сантиметров карман по рисунку. Значит, 2 кромочные в начале ряда по лицу мы 2 лицевые провязываем и в конце провязываем 2 лицевые. В изнаночном ряду мы эти 2 петельки просто переснимаем, нитка перед работой. И вот когда я вязала первый карман, так удобнее, наверное, будет и вам делать, я определяла, сколько рядов я связала. Вот у меня получилось, что я связала 45 рядов. И в 46-м начала уже делать дальнейшие манипуляции. Но так как это сейчас карман в зеркальном отображении, я свяжу 44 ряда, потому что укороченными рядами мне придется вязать, начинать с 45. Но это не важно. Сначала давайте вы свяжите на высоту 10 сантиметров. И я сейчас тоже буду вязать, также буду зачеркивать ряды, чтобы у меня получился идентичный карман, как и на другой стороне. Ну вот смотрите, первые 10 сантиметров я провязала. Это вот у нас вот эта часть нашего кармана, да? Вот 10 сантиметров мы провязали. Теперь надо делать скос для входа, куда рука будет входить. И вот такой маленький скос еще будет. Ну, это по желанию. Если вам вот этот скос вас смущает, вы можете его не делать. А здесь продолжать тоже просто по прямой у вас будет. Заканчиваться здесь будет по прямой. И вам не надо будет здесь вот поворотными рядами вязать. Это вы как хотите. Здесь в любом случае придется вязать поворотным вязанием, потому что нам надо будет, то есть укороченными рядами, чтобы нам сделать наклон. Значит, первое, что я сделала, это я разделила количество петель, вот, где вход в карман кончается. Значит, если всего у меня здесь 33 петли, то пропорционально сантиметрам у меня получилось, неправильно я сказала, всего у меня было 45 петель, значит, по 2 кромочные мы их не считаем, остается 41 петля, и значит, здесь у меня получилось вот на большой кусочек 33 петли, а на маленький кусочек 8 петель. И я здесь повесила маркер. Значит, 2 кромочные, как я сказала, я не считаю. И потом отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Вот этот кусочек, который вы можете просто вязать по прямой, не затрагивая. Если хотите затрагивать, я вам покажу, как это делается. А вот эту часть мы сейчас начнем вязать укороченными рядами. Значит, всего вот это расстояние, вы посчитаете, это 6 сантиметров. У меня это 18 рядов. Неправильно опять говорю. Всего это 6 сантиметров. Значит, вот этот кусочек 2 сантиметра, где мы начнем здесь тоже укороченными рядами. А вот этот кусочек у меня 4 сантиметра. Его я буду вязать только с этой стороны, а здесь будем вязать по прямой. И вот эти 4 сантиметра у меня 18 рядов. То есть я буду делать 9 раз разворачиваться. И свои петли. Да, а всего у меня на свет 26 рядов.
Значит, 26 рядов – это 13 разворотов. Значит, 4 разворота у меня будут вместе с этим кусочком, а 9 разворотов будет идти у меня отдельно. Поэтому я весь кусок разделила на 13, поделила петли, у меня получилось 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, так, до конца. И вот до этого места 9 разворотов мы будем делать не захватывая вот этот кусочек. После этих 9 разворотов еще 4 разворота я буду делать и здесь, и здесь. Значит, еще раз повторяю, если вы здесь не хотите, вы продолжаете все 13 разворотов, просто не затрагивая этот кусочек, а здесь вяжите по прямой. Это вы как хотите. Значит, теперь как мы это будем делать? Вот я повесила маркеры у себя, опять не затрагивая кромочные, они нам еще понадобятся. После кромочных 3, 2, 3, 2, так как я посчитала вот эти вот 3, 2, 3, 2, 3, 2, я их так повесила, свои маркеры. И теперь мы начинаем с вами вязать. И повесила их до того места, когда я буду начинать вот с этой стороны тоже. Поэтому вот дальше я не стала вешать, вот до этого я сделаю, и потом уже буду вместе. Значит, первый я вам покажу, как мы сейчас будем делать, да? Значит, начинаем вязание. Вот я также кромочные продолжаю, 2 лицевые. И дальше все у нас идет опять по рисунку. Так, вот это, значит, оранжевый маркер, это разделение у нас 2 участка. Продолжаю дальше вязать. Так как мы разворот первый будем делать, вот где у нас первый маркер, да, значит, до конца ряда мы вяжем все вместе, просто переснимаю маркеры. Они пока не будут у меня в работе, я их просто переснимаю. В принципе, кто хорошо владеет техникой, можно эти маркеры не вешать, а потом видно, где идет разворот, и просто отсчитывать эти петельки. Но для тех, кому это немножко сложность, значит, лучше все-таки маркеры повесить. Значит, вот я дохожу до конца ряда, до моего первого маркера. Все, вот первый маркер зелененький, я его могу снять. И вот в этой петле, которая была сразу же после маркера, мы делаем разворот. Так как петля у меня изнаночная, я буду разворачиваться, вот ввожу спицу на ряд ниже в изнаночную петлю и провязываю тоже изнаночной. Вот видите, я провязала. И не снимаю, и одеваю ее назад на спицу, да, вот у меня здесь получается как бы двойная петелька. Это не страшно, вот это у нас вместо разворота. Мы разворачиваемся. И теперь просто вяжем ряд до конца. Опять также переснимаем маркеры и вяжем все по рисунку, да? Так, я довязываю до конца ряда. 2 кромочные я их просто снимаю, нитка перед работой, и опять разворачиваюсь. Это мы сделали с вами один здесь укороченный ряд. Теперь дальше мы продолжаем вязать опять с начала ряда до следующего маркера, да? Сейчас я вам покажу еще разик, и потом мы самостоятельно уберем вот эти все наши 9 маркеров. И когда мы начнем делать убавление, то есть разворачиваться и справа, и слева, тогда я опять вам покажу. Ну вот сейчас еще разик, да? Вот сейчас мы дойдем до конца ряда. Так, подходим к следующему маркеру, где мы будем опять разворачиваться. Лицевая. Маркер мы убираем и смотрим. У нас опять изнаночная петля. Если в следующий раз вот вы будете разворачиваться, и здесь будет лицевая петля, то вы вводите на ряд ниже в лицевую петельку, провязываете лицевой. Вот видите, если вот в следующий раз у вас будет лицевая после маркера, значит, надо будет вводить на ряд ниже в лицевую и вывязывать лицевую. Если у нас изнаночная, как сейчас, я опять ввожу на ряд ниже, провязываю изнаночной
и одеваю ее назад на спицу. И теперь мы опять можем развернуться. И сейчас мы будем продолжать с вами работать. Значит, сейчас ряд до конца. Развернулись до следующего маркера. Маркер убираем, лицевая петля. Значит, на ряд ниже в лицевую, вывязываем лицевую, одеваем ее обратно на спицу и до конца. Итак, пока мы не сделаем с вами 9 разворотов. Ну вот смотрите, я уже сделала достаточное количество разворотов. У меня остался последний разворот, у меня остался один зеленый маркер. И вот эта часть уже у меня 14 сантиметров. Значит, теперь я должна включать развороты и здесь. Поэтому для этого что я сделаю? Я здесь вот с этой стороны оранжевого маркера повешу своих еще, вот мне надо здесь еще 2, 3 петельки, то есть 3 маркера я еще их повешу назад, чтобы знать, где мне разворачиваться. Значит, здесь 2 петли, потом 3 петли, останутся еще 2 петли и 3 петли осталось до оранжевого маркера. А с этой стороны я буду делать по 2 петли. 1, 2, 3, 4, не считая кромочных, да? Поэтому с этой стороны я тоже повешу зеленый, они у нас будут разграничены оранжевым маркером. Значит, здесь 2 петли, следующие 2 петли и следующие 2 петли. И вот у нас в конце 2 петли плюс 2 кромочные, их, как я сказала, мы не считаем. И теперь мы продолжаем вязать наш ряд. Мы опять вяжем до вот этого зеленого маркера, разворачиваемся, вяжем по изнанке, теперь до этого зеленого маркера с этой стороны. Опять разворачиваемся до следующего. И так, пока у нас все не сойдется в оранжевом. Сейчас я вам покажу, как мы это будем делать, потому что здесь надо будет делать с этой стороны в изнаночном ряду. Вот сейчас мы вяжем опять лицевой ряд. Кромочные у нас остается 2 кромочные. Вяжу я свой, это лицевой ряд до зеленого маркера, который у меня в конце ряда. Но там вы уже знаете, как мы делали, поэтому сложности у вас не должно возникнуть. Но тем не менее, сейчас я еще раз покажу. Так может быть более понятно. Вот я дохожу до этого последнего зеленого маркера. Здесь у нас лицевая, убираю его и смотрю. У меня изнаночная петля. Я ввожу на ряд ниже, вывязываю изнаночной и одеваю ее назад. Теперь мы разворачиваемся и вяжем по изнанке. По изнанке. Ну, все по рисунку у нас, да? Также переносим наши маркеры. И вяжем до конца ряда, до зеленого маркера, который у нас в конце ряда. И что я хотела еще раз показать, когда вы будете вязать другой карман, вы вот эту длинный скос будете делать с изнанки, потому что мы в зеркальном отображении. И у вас могут попасть вот на лицевую петлю, которая у нас с накидом. Вы этого не бойтесь, вы все равно вводите на ряд ниже, вытаскиваете петлю и одеваете. У вас просто будет эта лицевая петля с 2 накидами. Это не страшно, это просто чтобы вы знали, если вы будете разворачиваться вот на втором кармане в изнанке, и вы попадете на лицевую петлю с накидом, вы все равно вводите на ряд ниже и одеваете, и будет лицевая с 2 накидами. Это не страшно. Сейчас у нас этого, я думаю, не случится, потому что мы будем разворачиваться в изнанке. Вот я дошла до маркера, и у меня изнаночная петля. Я ее на ряд ниже провязываю изнаночной и одеваю назад. Все. Так, мы теперь опять разворачиваемся и продолжаем то же самое, да? Здесь мы опять до зеленого, по изнанке до этого зеленого, потом по лицу до следующего. И так, пока мы не встретимся вот в этом оранжевом
маркере, да? Давайте это еще закончим вместе самостоятельно. Все, я дошла до оранжевого маркера. Я нахожусь сейчас в изнаночном ряду. Все маркеры я уже убрала, то есть все развороты сделала. И здесь вот этот кусочек у меня, этот мой маленький кусочек кармана, если вот вы помните, вот этот, да, здесь у меня 10 петель, то есть 2 кромочные и 8 просто петель. Вот сейчас мы этот ряд довяжем с вами до конца. Значит, по рисунку здесь у меня изнаночная, вот там, где у меня разворот, вот у меня изнаночная двойная, да, вот мы ее провязываем как одну. Этого вы не пугайтесь, двойная получается за счет разворота. Вот я дошла в конец ряда, я снимаю 2 моих кромочных и разворачиваюсь. Теперь я что делаю? Я довязываю опять до оранжевого маркера, но я уже не делаю накиды, я просто провяжу 1 на 1 резинкой до оранжевого маркера, не довязывая 2 петель. Сейчас я вам скажу почему. Вот у меня осталось 2 петельки. Сейчас мы будем вязать на этом участке, мы будем вязать резинку 1 на 1. Это вот наш вход в карман, да, вы понимаете. И вот здесь у меня есть 2 кромочные, это у меня слева. И здесь мне надо, чтобы были 2 кромочные. Вот поэтому я оставляю перед маркером вот эти 2 петельки. А вот эти, которые мы сейчас с вами провязали, вы возьмите или нитку с иголкой, или вот у меня есть такая булавка большая, я просто вот эти петельки временно пересниму на булавку. И потом расскажу, что мы будем дальше с ними делать. Значит, для начала их просто пересняла, и они у меня вот в сторонке. А здесь ниточка у меня здесь, спица у меня теперь есть. Мы будем вязать с вами резинку 1 на 1. Для этого вот первые 2 петельки я начну вязать как кромочная, да, вот 1 кромочная и 2 кромочная лицевая. И маркер я теперь могу убрать и буду вязать резинкой просто 1 на 1. Вот после 2 кромочных у меня здесь изнаночная, и здесь после 2 кромочных у меня тоже изнаночная петля. Значит, у меня получается все симметрично. И давайте сейчас провяжем резинкой 1 на 1. Вот здесь тоже встречаются двойные петельки, да, вы не пугайтесь, это там, где мы разворачивались. Мы их провязываем тоже как одну. Значит, вы сейчас провязываете резиночкой 1 на 1 сантиметра, я думаю, ну да, сантиметра 3 хватит. И закончите свое вязание в изнаночном ряду. В лицевом ряду мы будем закрывать петли. Ну, вот эту резиночку для входа в карман я провязала. У меня получилось 10 рядов я связала. И теперь вот мы в лицевом ряду мы сейчас закроем эти все петельки. Закрывать я буду точно таким же способом, как вот я закрывала по низу. Вот здесь у меня резинка. Значит, кто не знает, я сейчас быстренько покажу, как это закрывается. Если хотите поподробнее, у меня есть мастер-класс на эту тему. Я уже показывала, как я здесь закрываю резиночку. Я оставлю ссылку. Итак, мы начинаем. Вот эти первые 2 кромочные, которые у нас 2 лицевые, мы их провяжем как одну. Все. Следующая у меня изнаночная. Я делаю накид на себя, провязываю изнаночную петлю и протягиваю его, эту изнаночную, через накид, и потом эту изнаночную еще через первую петлю. Вот мы закрыли. Дальше у меня идет лицевая. Я делаю накид от себя, провязываю лицевую, захожу сзади, подхватываю накид, протягиваю через него лицевую петельку и потом эту же лицевую через первую. Вот мы еще одну петлю закрыли. И так дальше. Значит, если изнаночная, накид на себя, лицевая, накид от себя. Так мы закрываем все петли, и в конце
вот эти две кромочные, мы опять их провязываем как одну петельку. Так что давайте сейчас закроем наши петли по резиночке кармана. Петли я закрыла по этой части. Здесь оставила небольшую ниточку. И теперь мы с вами должны пришить карман. Значит, так как у меня один карман уже пришит, я просто буду мерить все, чтобы у нас было на одном уровне, да. Значит, как можете делать вы? Значит, здесь у нас, мы договорили, у нас 10 сантиметров поверху. Значит, вы берете 10 сантиметров, отмечаете и ставите вот здесь вот между косичками, ставите иголочку. Вот здесь у вас до сюда должен доходить уголок первого кармана, да? Вот я померила. Теперь, значит, видите, у меня здесь белая ниточка. Ее не очень видно, но вот она временная, и она нужна для чего? Вы смотрите, вот там, где мы пришили карман, мы считали. Где мы последнюю петлю набрали, да, вот здесь, вот эту косичку. И вот здесь вот дальше я продолжаю вот эти петельки. Вот как ряд у нас идет. Я просто протянула белую ниточку, чтобы ровно пришивать карман, да. Вот от последней петельки, где мы набрали, и пошла, протянула ниточку. Пусть она так вот свободно лежит. Здесь иголочка, это где у меня будет вот первый уголок. Не резинка, а до резинки, вот эти 10 сантиметров. Также по низу мы смотрим. Мы должны померить тоже. Это у нас здесь должно быть 14 сантиметров. Вот у меня 14 сантиметров. И здесь я тоже вставила иголочку. Вот до этой косички у меня 14 сантиметров. Я должна буду пришивать вот этот низ кармана до этой иголочки, да. Я пока просто наметила, где у меня вот верх. Наметила, где у меня, значит, верх будет и где, докуда у меня будет низ. И теперь, так как я шью второй карман, я проверяю по первому карману. Если у меня все совпадает, значит, я начну пришивать. Пришивать лучше как бы справа налево. Вот этот шов я буду пришивать отсюда сюда, а нижний шов я буду пришивать как бы отсюда сюда. Для этого я сейчас сначала разверну и начну пришивать снизу. Мне так удобнее. Значит, низ у меня будет сразу уже зафиксирован. Пришивать я опять-таки буду не толстой ниткой, да. Я взяла тоненькую иголочку, не тоненькую, но потоньше иголку, да, вот с простым ушком, и вставила простую ниточку в два слоя, тонкую ниточку. Значит, здесь не обязательно, чтобы она прям в тон подходила, да, вот такую темную нитку, если я буду затягивать, у меня вот на моем изделии ее видно не будет, да, вот посмотрите, если посмотреть, сзади я пришивала, ну вот как бы ее так, ну она не очень видна, поэтому лучше потемнее, чем белая там сверкать будет. И теперь что мы делаем? Мы здесь вот в самом уголочке сначала внутри я зафиксирую вот эту свою темную ниточку. Так как у меня она вдвое, я просто вот как бы так втяну и ее зафиксирую. Все. И что мы будем делать? Мы будем пришивать с вами. Так, сейчас я здесь тоже приколю, чтобы мне знать, как мне, чтобы мне ровненько вот этот край мой ложился, да? И пришивать мы с вами будем, вот смотрите, у нас здесь по краю двойная кромочная, да? Вот первая косичка, вот она сверху, а внизу вот у нас, видите, она, вот вторая косичка, наша вторая кромочная. И вот пришивать мы будем за эту вторую кромочную. И тогда вот эта первая кромочная, она будет вот так вот красиво лежать, как вот у меня здесь, видите, вот она просто ложится. Значит, как мы это делаем? Сейчас постараюсь вам, конечно, показать это. Может, еще поближе, не знаю. Вот смотрите, вот я зафиксировала здесь мою ниточку. Теперь здесь я буду пришивать тоже по первой вот этой выпуклой полосочке. Значит, я здесь ввожу за эту полосочку. И теперь ищу
вот эту кромочную. Вот она. Вот она. Вот эта косичка. Я ее здесь ввожу в эту сторону. Что-то я ее... Подождите. Вот она. Я не до конца вышла. Вот ее второй кончик. А обратно вывожу в следующую косичку. Вот она. Тоже сразу в 2 колечка. Здесь спрячем. И опять фиксирую за нижний ряд. И подтягиваем. Следующий шов ввожу в ту же косичку, в которую я выходила. Подтягиваю черную нить. А в следующую косичку я вот как бы назад выхожу. И подхватываю низ. И подтягиваем. Дальше. Опять вот в эту косичку я выходила, значит я опять в нее войду, а в следующую буду выходить. И опять буду захватывать низ изделия. И таким вот швом туда-сюда, туда-сюда мы должны с вами пришить весь наш этот низ до уголочка. Понятно, да? Давайте сейчас вот это сделаем, я тоже это сделаю, и потом продолжим. Значит, после того, как я пришила низ кармана, мы переходим с вами к верхней части кармана. Значит, здесь опять беру иголку с ниточкой. Вот я ее опять зафиксировала. И зафиксировала в том месте, где у нас начиналась резинка, да? Значит, вот у нас мы отметили иголочку, где у меня должен быть вот этот мой уголочек. И вот здесь у меня лежит белая ниточка. Я понимаю, что вам ее не очень видно. Вот, видите, белая ниточка. Я ее проложила вот по моим петелькам, чтобы знать, где мне пришивать. И теперь мы опять, вот я ввела в первую кромочную петельку, ну вот вторую, которая у меня снизу, да, ввела, и с другой стороны вывожу ее. И начинаю пришивать вот прямо вот самую первую, вот в этом уголочке, где у меня помечено. Опять захожу в петельку отсюда, а во вторую спускаюсь вниз и захватываю часть кармана. Опять в одну вхожу, следующую выхожу и захватываю часть, ну, куда мне надо пришивать, значит, по полочке. И вот так мы опять должны пришить вот эту часть нашего кармана, тоже от уголочка до середины полочки. Следующий этап у нас вот это вот, у нас 8 петель, которые мы снимали на булавочку, да, я их сейчас пересняла на спицу, и они у нас как бы немножко под наклоном, да, не прямо мы будем пришивать, а они вот под наклоном, мы же не зря скос здесь сделали. И вот так как они должны лежать, я приколола сейчас вот булавкой, просто их зафиксировала примерно как они у меня должно быть, да. И теперь мы будем работать с вами вот с этим кусочком. Теперь я взяла обыкновенную иголочку с простой нашей ниткой. Тоже теперь эту нитку я зафиксирую, чтобы можно было ей работать, да? Значит, я здесь вот снизу кармана ее зафиксирую. Я завязала узелок и потом просто в ниточку всовываю и вот ее зафиксировала. И теперь ввожу эту нитку в первую мою петельку. Вот мы ее разворачиваем и как бы снизу
я ввожу в первую петлю. И ее я могу пока снять со спицы. Вот эту петлю я теперь фиксирую, продвигаю дальше иголочку и ввожу в нашу вторую петлю. И ее тоже могу снять. Ой. Ее тоже снимаю. Теперь мы должны найти нашу первую петлю. Вот она. И теперь в нее как бы войти сверху. Вывожу на изнаночную сторону ниточку. И продвигаюсь дальше. Теперь к третьей петле. Ввожу иголку в нее и тоже могу ее пока снять. Но это вот кетлевочный шов такой. Вот эти 8 петель мы просто сейчас прикетлюем их, да? Вот опять теперь вот эта лицевая я второй раз в нее ввожу, продвигаюсь дальше. Следующую петлю ввожу сейчас снизу. Ее можно снять. А в предыдущую, вот она у нас изнаночная, в нее теперь сверху. Вот. И так я прикетлюю все вот эти 8 петель своих до угла. И потом мы с вами встретим. Вы ниточку не обрываете. Значит, вы пришейте вот эти все ваших 8 петелек. Теперь продолжаем. Вот я прикетлевала вот эти мои 8 петель. И мы теперь переходим вот к этому шву, который нашу резиночку должен держать. Да? Вот вы понимаете, у нас наклон. И здесь должно быть вот этот край, здесь должен быть угол. Вот 90 градусов. Вот так вот мы и прикладываем нашу резинку. Здесь я ее прикалываю, где примерно у меня должен угол прийти. Вот я уже пометила себе булавкой. И теперь вот эту часть мы можем пришить этой же ниткой, да? Уже не будем вводить другую нитку, а этой же ниточкой мы будем пришивать так же само. Опять я ищу. Здесь же у нас тоже двойная кромочная. Вот я опять ввожу в одну петельку, во вторую выхожу и прихватываю по полочке. Теперь опять в ту, в которую я выходила, теперь еще раз вхожу. Мы в каждую петлю мы должны 2 раза выйти, войти, выйти, войти. И опять прихватываю по низу изделия. Опять я смотрю вот эту, я из нее выходила, теперь я в нее вхожу, в следующую выхожу и прихватываю по полочке. В общем, сейчас мы закончим вот этот уголочек, я дошью, и потом то же самое надо будет сделать со вторым уголком. Тоже его так вот разложите, чтобы понимать, что был угол 90 градусов. Значит, здесь будет, вот, посмотрите, здесь будет не одна линия, а он все-таки будет, вот должен немножко вот так уйти, потому что у нас наклон, да? Вот так вот подколите и также пришьете. Да, у меня здесь остался кончик, я как раз этим кончиком и пришью. Значит, я сейчас закончу вот этот уголок, закончу пришивать, и потом пришью еще вот этот уголочек, и тогда у нас карманы будут готовы. Так что давайте продолжим. Ну вот, все, наконец-то оба моих кармана готовы. Получился такой трудоемкий процесс, но тем не менее. И следующий этап, что я буду делать с моим худи, это у меня остался капюшон и потом вшить молнию. Вот, на сегодня все, что я хотела вам показать, рассказать. Пока-пока. С вами была Светлана.